Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня воскресенье, я приглашаю вас провести с нами выходной день. Покажу вам несколько кафе, которых знают только парижане, и посмотрим пару выставок. Зайдем в Самаритен, там очень интересная выставка проходит дизайна, моды, и на выставке, которая находится на Елисейских полях. Vous êtes prêts? Alors on y va. Но перед тем, как отправиться на выставку, не мешало бы подкрепиться. И мы решили позавтракать на левом берегу Парижа, на улице Святых Отцов, в кафе, которое было открыто в бывшем книжном магазине. Те, кто посмотрели мое видео «Наш выходной в Версале», потом задавали мне вопрос, как же зовут вашу дочь. Так вот, мою дочку зовут Альона. Так произносится ее имя по-французски. Альона. Ударение на последнем слоге. Ну а теперь мы идем на выставку в Самаритен. Самаритен очень долго реставрировали, много лет. Наконец он был открыт, этот магазин, 3 или 4 года тому назад. И вот именно здесь проходит выставка, которую мы сейчас и посмотрим. Выставка, она продлится всего лишь несколько дней в этом универмаге Самаритен. И выставка китайских дизайнеров. То, что было представлено на неделе моды, которая проходила совсем недавно в Париже. И это все будет здесь выставлено до 23 октября. Китайских дизайнеров. Еще несколько костюмов. А следующая выставка находится на Елисейских полях. Так что сейчас мы пройдем через Лувр, пройдем через парк Тюильри и идем на Елисейские поля. Шанс-Элизей. По-прежнему парижские кафе украшают мишками. Они очень забавные. Хочу поблагодарить моих подписчиков за ваши комментарии, оставленные под видео «Наш выходной в Версале». Вопросов много и вопросы интересные, поэтому в следующем видео мы попробуем ответить на ваши вопросы, поговорим о жизни во Франции и не только. Étrange. На улице Матиньон очень много художественных галерей. В одной из галерей проходит выставка японского скульптора, художника Такаши Мураками. Но закрыта, к сожалению, сегодня. Вообще выставка бесплатная. Так что вот только так можно посмотреть. Пойдем сейчас на другую выставку, которая находится на Елисейских полях. Но работа этого автора весьма и весьма забавная. Несколько лет тому назад его работу выставляли в Версале. Вот, друзья, мы на Елисейских полях. Магазин Герлен. И здесь сейчас проходит выставка корейских художников-скульпторов. Вообще она бесплатная, эта выставка. И, кажется, можно зайти посмотреть. Смотрите, какая красивая лестница в Герлен-магазине. На -1 этаж проходит выставка корейских художников. 타인의 기억의식은 20년 전부터 상용화되었으며
время обеда. Вот здесь на улице Эшель, Рю де Лешель, есть очень даже неплохой японский ресторан с японской кухней. Зен называется. Вот в этом ресторане мы сейчас и пообедаем. Что мы возьмем? Я, наверное, возьму сегодня якинику, мясо с рисом. Я тоже возьму. Якинику дом. Якинику это жареное мясо, да? Гёза. И гёза еще возьмем, да? И пополам. По-братски. По-братски. Принесли нам гёза. Ну, гёза это что-то типа пельменей, да? Пельмени, да, японские. Японские. Да. Что там? С мясом это, по-моему? Если хорошо помню, что вроде с мясом. Не, с мясом, точно с мясом. С мясом и с овощами, И с по-моему. овощами. Ну, С это капустой, чё? с капустой. С капустой? Пекинской. Ага. Да? Да. А, это очень вкусно, Да, кстати. да. Бон аппетит. Бон аппетит. Как аппетитно выглядит. Да. Аромат-то какой, да? У тебя тоже. Давай. У меня то же самое. Ну что же, ребята, это мясо на рис, а там рис. Вкусное мясо? Вкусное, да, очень вкусное. Очень вкусно. Это было очень вкусно, кстати. Стоит одно такое блюдо 20 евро. Да, намного дороже, чем в Японии. Намного дороже, чем в Японии. Ну, в Париже все дороже, чем в Японии, конечно. Чем в Токио, я хочу сказать. в Токио. Да, да, Мгм. да. Поэтому одно такое блюдо в Японии стоит, наверное, евро 8, если сравнить. Всего Так что, лишь. конечно, большая разница. Очень большая. Да, большая. Ага. Еще можно посоветовать вот этот чайный салон. Луисан, блогер очень известный французский, французско-японский, открыл недавно совсем кофешоп. Quand j'ai su que mes travaux étaient en est-ce que les gens vont venir chez moi? Est-ce que je peux oser les demander? Et moi, il préparait. Tu me diras, скажешь сейчас, вкусно или нет? Вкусный? C'est bon? Вкусно? Как в Японии. Да? Серьезно? Хорошо, приятного аппетита. Этот чай называется генмайча. Очень вкусно. Той температуры, которая должен быть. Пирожные, конечно, очень вкусные, свежайшие. Так что, если вы любите японский десерт, японский чай, советую вам прийти в это кафе. Кафе двухэтажное, японский десерт и чай на втором этаже. А на первом этаже можно просто выпить чашку кофе. А теперь давайте отправимся в совершенно новые кафе парижские, которые были открыты года 2 или 3 тому назад. И одно из кафе находится недалеко от оперного театра, называется The Shack, хижина или лачуга, можно перевести на русский. Ресторан находится во дворе, и найти его очень сложно, если вы не знаете адреса. Вы проходите мимо, не заглянув во двор. В этом кафе бесплатный и быстрый интернет. Естественно, об этом знают те, кто работает на удаленке, но обязательно нужно что-то заказать на завтрак. Это не только кафе, но это еще и ресторан, поэтому здесь можно, конечно, и пообедать. Интересно, что здание было спроектировано Густавом Эйфелем. Если вы будете в третьем округе Парижа, почему бы не зайти вот в это кафе со смешным названием «Партизан» на улице Тюрбиго. В кафе «Партизан» обжаривают зерна кофе. Кофе здесь отличный, но обслуживание оставляет желать лучшего. Это было долго, но это красиво. Сейчас попробуем.
А сегодня мы идем в кафе, которое называется Noir кофе-шоп. И здесь тоже обжаривают зерна кофе. И еще одно новое кафе находится на острове Сен-Луи. Уютно, прекрасный дизайн, отличный кофе, отличное обслуживание. Можно посоветовать. Очень вкусный чай и кофе с молоком. Латте? Латте. Ты взяла латте, да? Вкусный? Оли дамонда. С миндальным молоком. Это кафе можно посоветовать. И очень хорошее обслуживание на острове Сен-Луи, друзья. Смотри, почти как в Корее, да? Также можно водички подойти и налить. И как в Японии то же самое, да? Очень хорошо. Это кафе находится на острове Сен-Луи, прямо на центральной улице. Советую, действительно очень вкусный кофе и отличный чай, сделанный по индийским традициям. На острове Сен-Луи открылось немало новых кафе. Вот хотя бы это Ситронада. Здесь можно выпить соки из лимона и разнообразные добавки. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч на канале о Франции не только. Пока!